Попасть в крепость Брест-Литовск в середине 19 века было практически невозможно. Не только неприятелю, но и простым горожанам. Это был мощный, неприступный бастион со своей военной жизнью в замкнутом пространстве. Вот как описывает отношение крепости и города уроженец Бреста Зонненберг, автор книги «История города Брест-Литовска с 1016 по 1907 годы». На месте старого города стоит первоклассная крепость, живущая совершенно другой жизнью, отделенной от городской, военную. Крепость не связана с городом почти ничем. Бывают знакомства, есть торговые, деловые и даже дружеские, но не общежития. Крепость имеет свои специальные нужды: увеселения, клубы, учебные заведения, медицинскую помощь, лавку, и почти все нужное можно достать в самой крепости. Поэтому нет случаев надобности бывать в городе крепостной многотысячной военной людности и иметь там связи, и только по праздникам являются. Тоже мало бывают городские жители в крепости, куда пускают теперь только по билетам. Словом, город и крепость – два близкие, но совершенно разделенные города. Попасть в крепость можно было только по специальному разрешению и только через специально оборудованные и укрепленные так называемые проезды. В кольцевой казарме центрального острова их было 4, столько же во внешнем оборонительном укреплении. Крепость с городом в первую очередь связывал Александровский проезд, который на карте 1836 года именуется Белостокским по направлению дороги на Белосток. За время своего существования въездные ворота постоянно меняли свое название. Первоначально ворота именовались Александровскими в честь сына Николая I, Александра. Во время оккупации кайзеровской Германией получили название Северные по направлению на север. В межвоенный период Брестские с 1939 года снова стали северными. Возле ворот расположены два интересных объекта. Один из них – одноэтажный домик из темно-красного кирпича с 2 комнатами – кухней и оружейной. Здесь размещался личный состав, несший караульную службу и охранявший въезд у северных ворот. Также домик был оборудован печным отоплением и телефонной связью. На северной части фасада здания присутствуют следы боевых повреждений, которые, предположительно, были оставлены немецкой армией во время штурма крепости в сентябре 1939 года. Еще один объект у входа в крепость – пушка 1830 года выпуска. Такие были на вооружении в Брест-Литовской крепости. На ней гравировка российского герба образца 1857 года. У пушки есть имя – Шуваловский единорог. Названа так в честь ее изобретателя Петра Шувалова. В 19 веке северные ворота имели несколько иной вид. Во-первых, на них не красовались орден Ленина и золотая звезда героя, не было надписи «Крепость-герой». А во-вторых, в них было по 3 бойницы по бокам. Почему осталось по 2, никто сказать не может. При обороне крепости от немецких захватчиков в 1939 году проезд в воротах был заблокирован стоявшими на вооружении польской армии танками французского производства ФТ-17. Подход к воротам был мощно укреплен за счет 2 казематированных галерей, на языке фортификаторов кардигардий. Они расположены в водяных рвах по обе стороны въезда в крепость. С одной стороны капонир имеет кирпичные сводчатые заслоны, в нем находился погреб на 120 бочонков с порохом, а в 4 казематах можно было разместить до 72 человек. С противоположной стороны объект имеет по 2 ворот для сообщения с рвом и бойницы ружейного огня. Предназначался для обстрела водяного рва Второго фронта, а бойницы для ведения флангового огня. В 70-е годы 19 века по плану первой модернизации крепости Брест-Литовск с внутренней стороны крепостной ограды, примыкая к северным воротам, была построена казематированная казарма на 12 казематов. Это было уникальное сооружение, помещение с печным отоплением. 2 казематированных коридора вели к чугунным винтовым лестницам. По ним можно было подняться на земляной вал и вести огонь по противнику. В случае артиллерийского обстрела с его стороны была возможность быстро спуститься вниз, закрыть люки и укрыться в казематах. Казарма могла вместить более 250 человек. До Первой мировой войны в казематированной казарме размещались караул и гауптвахта. В
В следующую субботу я расскажу, где находился в Брест-Литовской крепости Графский проезд, как отапливались помещения охраны в южных воротах, какое место в Брестской крепости называют бомбочкой и почему.